Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема, о которой мы будем говорить в этой попугайистой майке, это пропорции человеческого тела: мужчина, женщина и, если успеем, ребенок. Итак, давайте возьмем основные пропорции, которые есть в человеческом теле, которые издавна назывались египетский канон. Если мы возьмем высоту фигуры мужчины, повзрослевшего, разделим ее точно пополам, то мы получим точную середину фигуры. Именно здесь у нас будет находиться вертел или лобок, если хотите, что вам больше нравится. Вот этот край или эта середина. Вот сюда. Это будет длина ног по отношению к этому пространству. Если верхнюю часть мы разделим точно пополам, мы получаем соски. Да? По идее, здесь должна быть территория сосков. Если мы разделим верхнюю часть еще раз пополам, то мы получаем размер головы. В результате получается, что голова составляет 1/8 часть. То есть смотрите, что я делал. Я делил вначале пополам, потом делил еще раз пополам и потом еще раз пополам. То есть получилась 1/8 часть. 1/8 часть. Так выглядит любой человек, если стоит абсолютно прямо. Он достиг роста примерно 1,85 м, и тогда у него вот эти пропорции: 8 голов, которые находятся здесь. Это мужская фигура, и это как бы норма. Если человек стоит расслабленно, соответственно, он полголовы потеряет и будет 7,5 голов, но мы сейчас это не обсуждаем. Нам очень важно понять ее как бы в неком вытянутом сборе, в неком вытянутом пространстве. Соответственно, если мы делим нижнюю часть точно пополам, мы получаем окончание голени и начало коленной чашечки. Низ коленной чашечки как раз делит это пространство пополам. Это основные пропорции. Шея составляет примерно 1/3, вот эта видимая часть, составляет 1/3, ой, я коснулся, ну, вот, 1/3 от головы, вот эта часть. И поэтому плечи, которые мы видим здесь и здесь, вот эта ширина плеч, которая есть у мужчины, это расстояние от пупка до иремной ямки. Для того, чтобы найти пупок, мы что делаем? Мы берем расстояние, которое у нас есть от иремной ямки до низа грудных мышц, от низа грудных мышц до пупка, и от пупка до лобка. Это будет 3 одинаковых расстояния примерно. И тогда вы получите ширину плеч, равную расстоянию от иремной ямки до пупка. Если мужчина, слава богу, занимается физкультурой, этот размер будет увеличиваться. Но для этого нужно это начать делать в юном очень возрасте. И если это сделать потом во взрослом состоянии, когда фигура уже сформирована, то плечи, скорее всего, расширяться уже не будут. Это будет только мышечная масса. Костная структура уже не изменится. Чтобы костная структура менялась и укреплялась, и кости становились толще, крупнее и больше, для этого нужно это делать в возрасте юном, желательно. Рука в свободном положении у мужчины заканчивается на середине бедра. Поэтому территория запястья, как только она перешла вертел, вот эта территория, здесь сразу начинается палец, который уходит в эту сторону. Поэтому вы знаете, что внутренняя часть локтя, вот эта вот часть, внутренний мыщелок, он указывает на талию, поэтому вы знаете, где у вас будет талия, где у вас будет плечо. Длина бицепса — это размер лица, поэтому мы видим, что дельта, которая будет находиться здесь, имеет эти пропорции. Итак, сейчас все, что я рассказывал, это так называемая система отношений, которую, безусловно, мы можем увидеть и в женском теле. Сейчас я это тихонечко обведу, чтобы у нас не было никаких вопросов. Здесь вы говорите: о, соски как сползли. Да, они там будут чуть-чуть выше. Вот так сюда. Опустили сюда эту руку. Лобок, гребень подвздошной кости. Переходим сюда и ставим две стопы. Ширина двух стоп, поставленных вместе, это обычно человеческая голова или лицо, в зависимости от ширины стопы у человека. Так, мы получили вот такую механику этих объемов. Теперь, когда мы знаем эти основные пропорции в мужском теле, здесь и здесь, давайте посмотрим, как меняется структура в пропорциях женского тела. Что происходит? Изначально среднестатистическая женщина, я такой как будто алкоголик, как говорю, среднестатистическая женщина, в отличие от мужчины, она меньше по росту примерно на полголовы или, допустим, на целую голову, но это редко бывает, да? Тогда мужчина должен быть очень высокий, примерно на полголовы ниже. Из-за этого происходит примерно следующее. Смотрите, по идее, если бы это был мужчина, мы взяли бы это расстояние, поделили бы точно пополам, потом еще раз пополам, нашли 1/8 часть, но у женщины происходит немножечко не так. Все дело в том, что формирование женского организма происходит чуть раньше, чем, наверное, у мужчин, опять же, среднестатистически происходит. И поэтому происходит следующий момент. Если мы возьмем длину голени у женщины, то оказывается, при тех же пропорциях деления пополам этого размера
здесь и здесь есть, не доформировывается именно длина голени. То есть длина бедра будет примерно такая же. То есть мы можем взять все вот это, что есть здесь, снести сюда, получить это расстояние и видеть все те же самые пропорции, вроде бы, но при этом голень будет значительно короче. Бедро длиннее, голень. Именно за счет вот этого расстояния и идет в основном рост или высота человека. Поэтому если вы встречаете женщину того же роста, у нее будут такой же длины голени по пропорциям, они в принципе будут удлинены. Если же вы берете женщину поменьше, то торс будет сохранен, позвоночник будет сохранен, а именно ножки и вот в этой части будут чуть-чуть короче. Из-за этого происходит следующее изменение. Смотрите, что произойдет. Мы все так же вписываем эти расстояния от иремной ямки, берем 3 части до пупка, до лобка. Берем всю ту же самую ширину таза, ширину плеч. На всякий случай, ширина плеч у мужчины всегда больше, чем таз. Но территория ключиц, которая находится вот здесь, обычно у мужчины здесь и здесь, вот в этой части, соответствует этому пространству. Грудная клетка у мужчины всегда меньше, чем таз. То есть вот реальная ширина таза по отношению к плечам. У женщины ширина таза всегда чуть-чуть больше, чем это пространство. Вот, не всегда, конечно же, боже упаси. Вот. Но в большинстве случаев ширина таза не переходит ширину плеч, но всегда переходит территорию ключиц, которая заканчивается здесь. Поэтому мы видим, что ширина таза находится чуть-чуть шире ключиц, и сразу создается впечатление, что плечи и таз один и тот же размер. Плюс к этому, если жировые отложения на бедрах сработали, а талия уходит вовнутрь, вот сюда, то и создается впечатление, что эта территория сильно крупнее, чем это пространство. На самом деле размер примерно один и тот же. А поэтому можно и там рассматривать одну и ту же величину. У мужчины из-за того, что ему нужно укреплять грудную клетку, она чуть крупнее, он дышит активнее, потому что должен бегать. Если мужчина не бегает, наверное, будет проблема. То происходит следующее. У женщины грудная клетка складывается вот таким образом. Вот так формирует свой объем. У мужчины при серьезных физических напряжениях грудная клетка формируется как раскрытая, вот так по объему. Это очень важный момент. Из-за этого грудная клетка у женщины выглядит как сложенное пространство, узенькое, с раскрытой территорией живота. У мужчины же территория грудной клетки и территория паха начинают совпадать и имеют вот такую единую капсульную систему. Здесь вот такой треугольничек формируется, вот в этом пространстве. Когда мы спускаемся вниз, доходим до коленочки, мы видим уменьшение голени. Соответственно, масса бедра здесь и масса бедра здесь начинает смотреться по-другому. У мужчины это более выровненная система, у женщины голень выглядит меньше, бедро за счет этого выглядит значительно крупнее, и это создает определенную иллюзию величины бедер по отношению ко всему остальному пространству. Если мы будем рассматривать в профиль мужское и женское тело, то мы обнаружим примерно следующие изменения. Смотрите, грудная клетка у мужчины по отношению к этой массе имеет вот эту яйцевидную форму, срезанную сюда, срезанную здесь, угол поворота таза и бедро, да, которое вышло сюда вперед и спустилось сюда вниз. Я немножко переборщил с грудной клеткой, поэтому не обессудьте, друзья, я не специально. Мы в живом режиме все это делаем. Вот так, сюда и сюда. Так вот, что происходит? Если мы возьмем вот такую вертикальную систему, то угол постановки таза и крупность грудной клетки, которая есть у мужчины, заставит вот эту величину, которая здесь есть по ширине, соответствовать вот этому расстоянию. То есть там внутри такой квадратик получается. У женщины на самом деле будет то же самое. Здесь речь идет только об угле поворота таза и об этом расстоянии, которое есть. Если же мы берем женское тело, то происходит следующее. Из-за того, что изначально угол таза повернут чуть активней, лордоз чуть активней, и возвращение грудной клетки будет под другим углом. То есть, если мужчина склонен к тому, чтобы больше сутулиться, запрокидывать вперед из-за того, что таз стоит вертикальней, то из-за того, что таз изначально поставлен вот под таким углом, женская фигура больше склонна к тому, чтобы опрокидываться чуть-чуть назад, приподнимая грудную клетку. За счет этого, если есть вес молочных желез, которые рано тоже формируются, их надо тоже носить, и вы вынуждены, если повесите сюда, например, рюкзак, вы почувствуете, насколько он тянет вас вперед. Чтобы избавиться от этого состояния, вы вынуждены будете балансировать назад, что и делают женщины, тем самым выпрямляясь и скидывая пространство формы вот сюда назад. В результате меняется форма осанки. Мужчина чуть больше наклонен вперед, женщина чуть больше поставлены назад. Из-за этого есть такой характерный вот этот вот момент, когда таз прогнут, поясница изогнута сюда.
и выгнута в эту сторону. Отсюда меняется сама система распределения. Женщины чаще ходят с поднятой структурой грудной клетки, мужчины чаще сутулятся, ну, наверное, не всегда, тут тоже от спорта зависит. Это основные пропорции, которые мы можем увидеть между мужским и женским телом. Соответственно, пропорции меняются внутри мужчины точно так же при высоте, и у женщины меняются точно так же при высоте. Самое главное, что мы понимаем, как их сравнивать. Что такое ребенок, да, в чем его особенность? Когда ребенок только родился, у него есть так называемая система четырехчастного деления. Если разделить детское тело ровно точно так же, как мы делили его здесь, то мы получим голову как 1/4 часть относительно тела и относительно ног, которые здесь будут находиться. То есть голова — это ровно 1/4 часть. Ой, 1/4 часть. Когда человек начинает расти, видимо, у него происходит изменение до 1/8, то есть пропорциональное растягивание. Но в большинстве случаев это происходит вот так. Если мужчина или женщина поднимают руку вверх, то рука, поднятая вверх, увеличивает нас на высоту 2 голов. То есть если сюда поднять, то окончание пальца будет на высоте еще 2 голов. Это очень важный момент. Когда же ребенок поднимает голову, поднимает руку, то рука не уходит за пределы головы. Это серьезная проблема, потому что она не дотягивается до этого пространства. То же самое происходит и с ногами. Ноги пока на данный момент такие короткие, что максимум, что можно сделать, это соответствовать пространству в сложном состоянии. То есть, когда ребенок только появился на свет, у него ножки были вот так сложены, и ручки были так сложены, и голова была убрана. То есть, все было упаковано в эту единую систему, которая бы не уходила. На самом деле, эта система остается и у взрослого человека. Если человек садится, то вы увидите, что длина голени, длина бедра и длина туловища по-прежнему совпадают с единым пространством, если руки сюда заложить. Поэтому есть размер, который нам обязательно нужен. Это расстояние от стопы до верха коленной чашечки, от верха коленной чашечки до гребня подвздошной кости и от лобковой кости, то есть вот отсюда, от центра до иремной ямки. Это будут 3 одинаковых расстояния, которые накладываются друг на друга. Поэтому, когда вы рисуете человека, берите расстояние от иремной ямки до лобка, берите от гребня подвздошной кости до верха коленки, и от верха коленки до стопы. Это будут равные расстояния с наложением в районе таза на половину головы. Я надеюсь, вы успеваете. Вот. Поэтому мы взяли эту голову как 1/4 часть. Постепенно человек начинает расти, и в разные периоды своей жизни голова его становится все больше, похоже на взрослого человека, то есть уменьшается, если угодно, не увеличивается, тело растет. Вот, поэтому происходит изменение этих пропорций. То же самое происходит и с головой ребенка. Когда вы берете портрет мужчины или голову мужчины в пропорциональных отношениях, то глаза будут точно посередине, с объемом головы, уходящим вверх и вниз, как равные доли. То же самое и с ребенком, за исключением одной маленькой особенности. Если вы возьмете глаза у ребенка посередине, то вы обнаружите, что его голова состоит из 4 шаров, и эти 4 шара и есть голова ребенка, у которого просто нет нижней челюсти. Она ему была не нужна, и поэтому ее просто не будет здесь и здесь. Поэтому, когда вы рисуете ребенка, у него нет нижней челюсти. Это очень важный момент. Она есть, просто она очень маленькая. Когда же вы начинаете расти, у вас вырастает здесь и вырастает здесь, с сохранением центральной части по этому объему. Вот это основное отличие. Поэтому у ребенка щеки без челюсти и щеки. Поэтому, когда вы рисуете портрет ребенка, прям 4 шарика нарисовали, в серединку глазки поставили, носик поставили, ушки поставили, сюда губки нарисовали, сюда все, у вас ребенок получился. И тогда будет всегда, получается, инфант, все будет хорошо. У ребенка, когда он только встает, у него абсолютно нет лордоза, кифоза, ну то есть у него почти не выпрямленные части, и на первом этапе своей жизни он сильно опрокидывает пузико вперед. Поэтому, если вы когда-нибудь рисовали или видели ребенка, то вы видели, значит, отсутствующую челюсть, ухо, много лба, мало пространства. Дальше вы видели, как грудная клетка начала выходить, живот выходит вперед очень активно, попа отходит назад, и дальше эти смешные коротенькие ножки. Вот это основная система, где 4 пропорции работают с выпеченным животиком, с загнутым пространством, чтобы сформировать эту территорию, и есть и ручки очень коротенькие для того, чтобы не соответствовать тем пропорциям, чтобы не получилось, что рука на 2 пространства поднимается, тогда уже будет не ребенок. Это основные пропорции, которые вам понадобятся, если вы хотите быстро, силуэтно нарисовать. Это надо просто выучить и запомнить. Желаю вам удачи, не забывайте, что вы лучше всех, и обязательно пейте 1,5 литра воды в день. Все, удачи вам, всего доброго.